Всем привет! Всех с наступившим Новым годом! Построили в 2019 году вот такой гараж с навесом. И заказчик позвонил, попросил, чтобы построили ему еще и баню. Но баню он захотел из газобетона. Вообще газобетоном мы не занимаемся, но он очень хотел, чтобы строили именно мы. И мы не смогли ему отказать. Я все заснял и расскажу, как мы тут что делали. Разметились на плите, где будет коробка нашей бани. Натягиваем нитки, стелим гидроизоляцию. Она не клеится, а просто укладывается на плиту, чтобы из плиты, из бетона не шла влага на камень. Выставили угловые блоки по нивелиру. Слой получился около 2 сантиметров. Взяли с запасом, перепад по плите был чуть больше сантиметра. Угловые камни выставили, пошли на обед. А там еще приехал манипулятор, подвез недостающий газобетон. За это время раствор подсох, натягиваем нитку и начинаем выкладывать первый ряд. Ориентируемся как по нитке, так и по уровню. Чем четче выставим первый ряд, тем проще будет выкладывать остальные. Если первый ряд ровный, то остальные идут под гребеночку хорошо. На основных стенах толщина газобетона у нас 300 мм, и он на слой 2 см ложится спокойно. А вот перегородки у нас толщина 100 мм. На такой слой его положить нереально. Поэтому делаем вот такую опалубку и заливаем раствор. Оставляем подсыхать. Этим временем продолжаем основные стены выкладывать. Также выставляем угловые камни, потом от них натягиваем нитки и выкладываем весь ряд. А тем временем подсох раствор, начинаем устанавливать уже и на перегородке камни. На перегородке тоже важно выставить первый ряд как можно ровнее, чтобы потом было проще укладывать камни следующие. Да, и перегородочные камни ставим перехлест с основной стеной, будет жестко все. Очень много тут получилось у нас перегородок, будет много маленьких помещений. Ну и вот так получается перегородочный камень и основная стена, они в одном уровне, не будет мешать укладывать. Ну и все камни делаем с перехлестами и на перегородках, и на основных стенах. И все места, куда прилегают камни, промазываем клеем. Швы между камнями, не знаю, кто-то говорит надо промазывать, кто-то говорит не надо. Но мы на всякий случай промажем, хуже не будет. Напишите в комментариях, надо ли промазывать швы. Ну, вот так потихоньку вырисовывается уже контур всех наших стен, перегородок. Видно уже, где будут какие помещения. И это у нас третий ряд. Будем его армировать. Каждый третий ряд выкладываем арматуру. На основной стене у нас будет по 2 нитки арматуры, а на перегородках по одной. Чтобы угол был жесткий, арматуру обязательно на углах загибаем, не режем. Вот изготовили такой станок специальный. Первый был из арматуры, не выдержал, загнулся. Вон 2 штыря торчат. На мелких выступах тоже арматуру загибаем и хвост сантиметров там 30-40 уводим на основную стену. Арматуру уложили, где надо, там где топорщилось, подкрутили саморезами, потом промазали клеем. Ну и продолжаем укладывать дальше следующие ряды. Да, еще забыл сказать, каждый третий ряд проверяем тоже по нивелиру, чтобы никакой угол никуда не завалился. Пока высота небольшая, используем поддоны вместо лесов. Вот доску вставляем, даже есть 3 яруса. Да и неудобно с лесов, перегородок много, замучишься перетаскивать их. Вот уже появляются у нас контуры окон. Будет 2 больших окна у нас и 2 маленьких. И добрались мы до 6-го ряда. Снова штробим и укладываем арматуру. Штроборез у нас ручной. Первый раз такой вижу. Сначала даже не поверил в него. Думал, что им вообще невозможно ничего прорезать. А оказалось, нет. Очень даже хорошо режет. Усилия прилагать, конечно, приходится, но он работает. Если это не километры штроп где-нибудь на большой стройке, то вполне себе подойдет для небольшого объема. Вот так он выглядит.
такая штучка с ручкой. Носик у него такой закругленный, и арматура туда очень даже хорошо ложится. Когда штробишь электрическим, потом выламываешь, там квадратные получаются. Ну вот, заармировали еще один ряд и продолжаем укладывать дальше. Вот уже используем третий ярус наших лесов. Высота уже приличная. Дальше будем что-то новое придумывать. Принцип тот же. Выставили угловые камни, натянули нитки и по ниткам идем. Ну и уровнем проверяем. Корректируем блоки резиновой киянкой. Так, добрались до верха проемов. Решили использовать уголок 50-й. Укладываем два уголка на нужную высоту. А потом в блоке уже делаем вырезы и на клей укладываем. Проемов у нас тут много. 4 окна и 5 дверей получается. Самый широкий из этих проемов получается 2 окна, вот эти большие. Но уголки хорошо держат, ничего не прогнулось нигде. Ну вот мы и добрались до верхнего пояса. Вот вся наша высота. Стены, перегородки, все в одном уровне. Да, самый верхний ряд тоже заармируем. Ну, на этом уровне у нас получается будет потолок. А следующим этапом будем заливать армопояс. Итак, пройдем, посмотрим изнутри. Это входная дверь. Прямо будет два помещения. Там душевая и как бойлер будет висеть. Вот здесь слева у нас будет зал такой большой. Самая большая комната. С двумя большими окнами. Следующая комната это помывочная получается. И слева парилка будет. Вот здесь сразу слева двери будет установлена печка. Так, выходим обратно. В общем, стены выложили. Кроме двух торцевых, получается, под кровлю еще будем выводить. Сейчас установим опалубку по двум длинным стенам и будем заливать армопояс. Вот, сделали два ряда арматуры, засверлили шпильки в газобетон и приварил их еще к арматуре. На эти шпильки будем устанавливать мауэрлак потом. Это будет брус 150 на 150. Ну и параллельно начинаем вот эти торцевые стены поднимать. Ну, сейчас так выложим ступеньками, а потом, когда установим уже стропила, подпилим газобетон. Между шпильками шаг примерно метр, но с тем расчетом, чтобы не попасть на будущие стропила, размечались. То, что уже залили, накрываем пленкой, чтобы, если дождь пойдет, не размыл наш армопояс. В ширину он получился 200, а в высоту 150. Так, эта стена у нас выложена. Вот в таком пока виде будет. И вторую выкладываем. Итак, армопояс залили с обеих сторон. Ну и оставляем его, чтобы цемент встал. А сейчас пойдем сами пока подготавливать доски. Обрабатываем все дерево огнебиозащитой. Доска дюймовка у нас пойдет на обрешетку под металлочерепицу. Брус 150 это наш мауэрлат. Тем временем наш армопояс уже встал. Затащили брус, простелили еще рубероидом, как гидроизоляцию тоже сделали. Брус разметили и сверлим пером под наши шпильки. И устанавливаем на армопояс. И затягиваем гайкой через шайбу. Шайбу широкую вот такую взяли. Брусы выводим на полметра за стену, чтобы сделать вылет кровли. И устанавливаем стропила с двух сторон от газобетона вплотную, тоже через рубероид. И потом вот этот газобетон обрежем прям по этим доскам. Доски у нас 150 на 40. И со второй стороны то же самое. В коньке мы соединяем вот такой пластиной. На брусе доску запиливаем и крепим на уголке еще. Установили с двух сторон стропилы. Дальше натянем нитки по коньку и будем делать остальные. Но сначала сделаем пол, чтобы было где ходить спокойно. Как такового пола, конечно, не будет на чердаке. Это конструкция под потолок всей бани. Но сейчас пока строим, это будет у нас пол. Доска также 40 на 150.
Ложится прямо на газобетон. Вот такие распорочки между досками приколотили. Ну и от цемента тоже отделили гидроизоляцией. Рубероид обычный положили. И вот тут большую роль играет то, что мы вывели все по нивелиру, все стены. Потолок, получается, ровно лег. Перегородки ничего не мешают, все ровненько. Вот такая получилась конструкция. И в будущем можно сюда на потолок пришивать все что угодно. Любой потолок сделать. Шаг между досками сделали 59 сантиметров. Будем это утеплять все дело. Утеплитель 60. Сделали 59, чтобы плотненько вставал туда. Утеплитель мягкий, как раз станет, будет хорошо. И это расстояние не по центрам досок, а по краям, чтобы именно утеплитель вошел хорошо туда. Подрезаем газобетон по стропилам и вставляем недостающие кусочки. Ну и монтируем сами стропила. Стропила у нас просто доски, то же самое. Вот, выставляем сначала одну, на брус крепим уголки, в коньке пластина. Ну и нитку натянули по коньку и по краям досок, проверяем, чтобы ровно все шло. Доски все запилили по одному образцу на земле. И потом уже здесь, если какой-то есть небольшие перепады, подгоняем на месте. Опять же, за счет того, что вывели всю высотку по нивелиру и геометрию ловили, то есть доски практически не пришлось нигде подрезать. Вышло все одинаково, с минимальной подгонкой. А за счет этого увеличивается скорость монтажа. Вот подрезали газобетон, добавили недостающий. Вот так это выглядит. Стропила закрепили между собой вот такими временными досочками, чтобы они не болтались. Дальше стелим подкровельную мембрану такую и прибиваем контробрешеткой прямо по стропилам сверху. Эта мембрана не даст в воде протечь. Если будет какой-то конденсат, будет вытекать весь на улицу. После делаем обрешетку. Используем вот такие шаблончики, чтобы с одинаковым шагом она шла. Шаг рассчитан под металлочерепицу, чтобы саморезы попадали под зуб. Мембрану стелим таким образом, чтобы на коньке она оставалась целой. И будет вот нахлест такой хороший с другой стороны. На мембране есть скотч вот такой, он между собой приклеивается. Тут золотинку отрываем, и там скотч. На контробрешетку использовали доску 20 на 50. А обрешетка сама дюймовка доска. Ну вот обрешетка готова. Следующим этапом будем зашивать металлочерепицу. Вот так изнутри уже, можно сказать, даже дождь уже не течет. Все уже зашито. Снизу по потолку будем пристреливать пароизоляцию степлером и чердак утеплять. Итак, еще раз экскурсия по внутренним помещениям. Вот утеплитель у нас тут лежит, уже поднесли. Два больших окна. Самое светлое помещение здесь будет. Ну и дальше там душ, я уже говорил, да? Бойлерная. Такие небольшие. Вот здесь окошко маленькое. Здесь нет окна. Вот и там входная дверь. Ну и начинаем монтировать металлочерепицу. И вот тут видно, что обрешетка идет как раз где под волну закрутить саморез. Вот такой капельник еще установили, на доску прикрутили. Вернее, прибили на гвозди. Вот так одну сторону практически постелили. Осталась небольшая подрезка. Вот сюда подрежем кусочек, и с нее начнем вторую сторону, чтобы минимум отходов было. Ну а вот так уже обе стороны зашиты. Сейчас будем ставить на нее конек. Под конек стелим уплотнитель, чтобы косой дождь, там снег, там ничего не забивало. Мембрана, конечно, спасет от воды, но делаем так, как будто ее нет. Все равно лишняя влага там не нужна. Если попадет, замерзнет, мало ли что. Пока монтировал конек, ушел в темноту. Уплотнитель оказался не очень удобный. Между собой как-то плохо стыкуется. Итак, наша баня под крышей. Сейчас пойдем утеплять чердак. Здесь у нас будет утеплителя 200 миллиметров в общем. Складываем между досок 150 и сверху с перехлестом кладем еще 50. Вот так он будет выглядеть. Уже утепленный.
Сделали вентиляцию, вот здесь выход. Ну а вход будет уже вот через доски, спокойно будет проходить. Ну, чтобы здесь тоже не было конденсата. Вот, оставался сухой. Снизу вот такая пароизоляция у нас пришита. Ну а дальше уже будет потолок. Там уже не знаю, заказчик будет сам делать, скорее всего. По-любому будет еще гидроизоляция и по стенам, и по потолку. Все-таки баня. А у нас еще задача установить дверь в газобетон. Забурили арматуру, приварили вот такие пластины. И к ним прикрутим уже уши от двери. Устанавливаем металлическую дверь. Окна натянули полиэтилен. Ну и в таком виде баня будет зимовать. Пишите в комментариях, что мы тут наделали не так. Не забывайте подписываться на канал. И до новых встреч.